Привет, друзья! Почему Германия, отказавшись от атомной энергетики, продолжает производить ядерное топливо на крупнейшем заводе Юренко? Что показывает первые 100 дней канцлера Мерца? Начало перемен или потерянное время? И причем здесь наши расчеты на кассе супермаркетов, которые могут обернуться проблемами для кассиров? Вы увидите неожиданные цифры немецкой промышленности, рекордные прибыли одних компаний и падение у автогигантов. Вы узнаете, почему энергетический курс раскалывает общественное мнение и как технологии гидроскин способны охлаждать города без кондиционеров. Все факты в одном обзоре, так что оставайтесь до конца и подпишитесь, чтобы не пропустить самое важное. Итак, в Германии действует одна из самых крупных и малоизвестных фабрик по производству ядерного топлива – предприятие Юренко в Грнау, земле Северной Рейн-Вестфалия. Несмотря на то, что страна давно отказалась от атомной энергетики, компания продолжает инвестировать в производство миллиардные суммы. Завод снабжает порядка 50 клиентов в 17 странах, обогащая уран и превращая его в компоненты, которые затем используются в ядерных реакторах по всему миру. Фабрика регулярно получает опасные вещества, например, уран-гексафторид, который транспортируется почти каждый день. Этот газ относится к опасным веществам. При попадании в организм он может образовывать соединения, способные повредить материалы и негативно повлиять на здоровье. Помимо основной деятельности, на площадках завода хранится множество урановых остатков, порядка 9000 тонн. При этом хранилище рассчитано на гораздо большие объемы. Таким образом, несмотря на общественный фокус на энергетический отказ, на деле Германия остается значимым игроком в глобальном ядерном топливном цикле. Промышленный комплекс Юренко в Грнау работает далеко от внимания широкой публики, но обладает огромным стратегическим значением и остается объектом международного интереса. А теперь важная новость о канцлере Фридрихе Мерце. Прошло ровно 100 дней с момента вступления нового канцлера в должность. Экономическая ситуация вызывает смешанные чувства. Население выражает резкую критику, тогда как финансовые рынки относятся более сдержанно. Об этом в эфире рассуждают два ведущих экономических комментатора – оптимист и пессимист. Обсуждение сосредоточено на том, оправданы ли ожидания, связанные с новой властью, или их пора пересмотреть. Политическая почва пока дает больше поводов для разочарований, а экономический импульс – лишь проблески надежды. Политические обещания Мерца о подъеме промышленности и обширных инвестициях еще не воплощаются в ощутимые результаты. Достигнутый эффект остается сдержанным, и времени на реализацию реформ остается все меньше. Ведущие аналитики приходят к выводу: экономика ждет решительных действий, а общество – ощутимых изменений. Перспектива вызывает осторожный оптимизм, но если не появится ощутимого роста, энтузиазм быстро сменится раздражением. Но давайте, чтобы не быть голословным, очень кратко приведу цифры немецкой промышленности. В сезон полугодовых отчетов немецкие крупные компании демонстрируют рекордные прибыли, и выглядит это впечатляюще. Но за торжественным антуражем скрывается тревожная реальность. Некоторые концерны действительно блистают на мировой арене. Siemens, например, получает мощный приток заказов в сфере железнодорожной техники, в то время как другие сегменты отечественной экономики едва ли демонстрируют рост. Deutsche Telekom заявила о резком росте чистой прибыли почти на треть, до 5,5 миллиардов евро, преимущественно благодаря успеху на внешних рынках. Кроме того, ее владельцы, включая государственные фонды, получают свою долю выгоды, а Allianz отчитался о росте чистой прибыли на 13% до 2,8 миллиарда евро, подчеркнув, что диверсифицированная география и бизнес-модели позволяют оставаться в плюсе, даже когда экономика стагнирует. Но, внимание, в то время как эти фирмы уверенно двигаются вперед, автопроизводители Германии, когда-то гордость страны, делают шаг назад. У многих из них значительное падение прибыли и продаж, особенно на внутреннем рынке. Volkswagen снизил операционную прибыль, внимание, примерно на 30%. BMW столкнулась с падением выручки и прибыли примерно на 20%. А Mercedes и Porsche испытывают трудности из-за структурных преобразований и роста конкуренции. Вывод очевиден. Успех отдельных игроков не отображает реального состояния всей экономики. За блеском корпораций скрывается не менее важная проблема. Каждая из них может быть лишь исключением, а не правилом. И это еще не все. Энергетический кризис в Германии продолжает быть на слуху и при новом канцлере Мерца. Недавний опрос показал, что общественное мнение в Германии разделилось по поводу расширения возобновляемой энергетики.
Треть респондентов считают, что планы развития слишком масштабны, а около 34% заявили, что усилия явно недостаточно, и только примерно 30% считают текущий курс вполне уместным. По данным опроса Форса, проведенного по заказу журнала, планируется достичь климатической нейтральности к 2045 году. Однако подобные амбиции вызывают обеспокоенность участия населения. Их волнует, возможно, перегрузка инфраструктуры, слишком быстрые изменения и потенциально экономические и бытовые риски. Такой именно расклад отражает базовый вызов перехода – найти баланс между необходимостью экологического развития и социальным восприятием реформ. И следующая новость касается нас с вами и немецких супермаркетов, а точнее, никогда не оставляйте сдачу кассиру, даже если это мелочь. Сейчас я вам объясню почему. Многие покупатели в немецких супермаркетах искренне считают, что фраза «сдачи не надо после оплаты» – это мило и удобно. Но, к сожалению, такая сумма все чаще идет не туда, куда хотелось бы. Оказывается, большая часть торговых сетей строго запрещает кассиру оставлять себе излишки. Любой перевес денег рассматривается как нарушение. Излишки обязательно фиксируются и поступают в бухгалтерию как прочие доходы. Даже небольшой подарок или шоколадка, переданные вместо сдачи, могут расцениваться как нарушение внутренних правил, иногда как попытка подкупа. Об этом предупреждает и служба защиты прав потребителей. Отказ от сдачи может привести для кассира к служебным затруднениям. В договорах с сотрудниками часто прописаны условия ответственности за несоответствие кассы, вплоть до необходимости компенсировать недостачу из собственного кармана. Итак, доброе намерение здесь может привести к нежелательным последствиям. Лучше забрать сдачу, а свою благодарность выразить улыбкой или словами. Это искренне, безопасно и по-настоящему приятно. И у меня есть еще новости инновационных технологий в Германии. Исследователи из Штутгарта разработали инновационную технологию, как я сказал, под названием гидроскин, которая способна охлаждать города так же эффективно, как деревья в лесу. Это специальная фасадная система, которая буквально превращает здание в гидростойкий организм. Он впитывает дождевую воду и позже отдает ее в атмосферу, создавая эффект естественного испарительного охлаждения, как у листьев и коры. Такая технология снижает нагрузку на городские канализационные системы и улучшает микроклимат улиц, делая их более прохладными даже в жару. По оценке авторов, площадь от 50 до 100 квадратных метров гидроскин обеспечивает то же охлаждение, что и 50-летний дуб. Автор идеи, архитектор и профессор Кристина Эйзербарта получила новаторскую награду от фонда за вклад в устойчивое городское строительство. Технология уже проходит испытания на фасадах университетского кампуса. Там исследуют, как система выдерживает дождь, ветер и высоту, ведь на больших высотах аппарат собирает даже атмосферную влагу быстрее, чем обычной поверхности. Особенно это важно для высотных зданий. Гидроскин состоит из тонкой ткани, которая впитывает дождь и передает его в резервуары. Этот запас воды применяется для полива, стирки или туалетов, что позволяет за счет вторичного использования сократить потребление питьевой воды до 45%. Кроме того, всего 5,7 квадратных метра гидроскин создают охлаждающий эффект, сопоставимым с 2500 ваттным кондиционером, впечатляющая альтернатива обычным системам кондиционирования. Материал легкий, всего около 1,2 кг на квадратный метр в сухом состоянии. Возможно использование переработанного пластика, есть возможность для визуального оформления фасадов. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.